Вы знаете его по Arctic Monkeys, но на самом деле он приложил руку к очень многим классным проектам, которых вы, возможно, даже и не слышали. Всем привет, меня зовут Лиза, сегодня мы погрузимся в лор сайт-проектов Алекса Тернера, чтобы узнать разные его творческие стороны. Поняли, да, сайт-проект? На самом деле речь пойдет не только о сайт-проектах, но и, в принципе, проектах, в которых принимал участие Алекс Тернер, продюсировал, пел, творил вне рамок Arctic Monkeys. Начнем с краткой подзырки, да, что такое вообще Алекс Тернер. Участник группы Arctic Monkeys, солист группы Arctic Monkeys, которая была образована в 2002 году. И на ней мы останавливаться не будем. Вы и так знаете все ее бенгеры, все ее хиты. В 2002 году была основана группа Arctic Monkeys, и в 2004 году к ним на разогрев подоспела молодая группа The Little Flames, в которой участвовал Майлз Кейн. Насколько я помню, он даже не был солистом, он просто был гитаристом. И на бэк-вокале там была солистка-девушка, насколько я помню. И, собственно говоря, Майлз и Алекс впервые встретились, впервые познакомились, увидели друг друга и сразу же начали очень хорошо дружить. Это вот тот самый soulmate материал, как мне кажется. И, собственно говоря, здесь начинается история группы The Last Shadow Puppets. Я вообще обожаю The Last Shadow Puppets, честно. Я, наверное, даже больше, чем Arctic Monkeys. Но, опять же, меня так бесит, что она настолько underrated, окей, настолько недооценена, что я хочу прямо это вот этим видео исправить. Первый альбом группы The Last Shadow Puppets был выпущен в 2008 году, и назывался он The Age of the Understatement. Был записан он во Франции, где-то в какой-то маленькой деревеньке, под руководством Джеймса Форда, продюсера. Майлз и Алекс написали альбом. И этот альбом стоит послушать хотя бы из-за того, что одна из его песен, в принципе, песня, по которой был назван альбом, The Age of the Understatement, клип на нее был записан в Москве. Друзья, посмотрите, он очень классный, и песня тоже прикольная, и там кадры были сняты на метро Маяковская, в метро. И каждый раз, когда я была в Москве, каждый раз, когда я проезжала эту станцию, первое время я всегда слушала эту песню, включала прям специально, потому что у нее вайб прям совпадает с этой станцией, и, в принципе, у нее такой вайб суровый или возвышенный даже, что ли. Какие песни с первого альбома The Age of the Understatement я люблю? Собственно говоря, The Age of the Understatement. Standing next to me. Calm Like You. My Mistakes Were Made For You. И The Meeting Place, наверное. У них был определенный точный сет референсов, среди них, например, Скотт Уолкер. В общем, этот альбом был таким реальным творчеством с их стороны. Они не думали о том, насколько это будет рейтингово, насколько это попадет на радио и прочее. То есть это прям pure art, окей? На этом, на самом деле, они не остановились, но нам нужно пока прервать повествование о The Last Shadow Puppets. Скажу еще на секундочку ваше внимание про The Last Shadow Puppets, что Майлз Кейн тоже стоит вашего внимания, тоже классный музыкант, очень крутой гитарист, классный автор. У него очень много песен, которые мне нравятся. Я ходила на его концерт. И, кстати, моя мечта — сходить на концерт The Last Shadow Puppets. И я надеюсь, когда-нибудь это случится, и об этом чуть-чуть попозже. Но, как я уже сказала, нужно остановиться пока что с The Last Shadow Puppets. Попытаемся идти. Мы пойдем с вами хронологически, в хронологическом порядке. Следующий проект, на котором поработал Алекс Тернер, это был его сольный проект, друзья. Да, Алекс Тернер — это не только Arctic Monkeys, это еще и Алекс Тернер, окей, с альбомом Submarine. Это альбом саундтреков.
к одноименному фильму, который я, кстати, недавно посмотрела, и он классный, на самом деле, не прямо топ, в нем нет какой-то очень сильной драматургии или какого-то прям классного, не знаю, захватывающего сюжета, но у него есть вайб. Мое любимое слово, и он красиво снят. Кстати, насколько я знаю, эти песни, когда писались изначально, писались для The Last Shadow Puppets. Но пошли фильм и соло-проект Алекс Тернер. Мои любимые песни — это Hiding Tonight. Tomorrow I'll be quicker. I'll stare into the strobe light flicker and afloat I'll stay. Glass in the Park. When you say that you need me tonight, I can't keep my feelings in disguise. И Stuck on the Puzzle. And they gone backwards. Something in your magnetism must have pissed them off. Они такие очень тягучие, спокойные, классные песни, которые я бы... Да, Япона, мать, у меня открылась дверь. Далее, по хронологии у нас идет, на самом деле, странная штука, которую я долгое время не понимала. Это проект The Death Ramps. Насколько я поняла, это просто Arctic Monkeys плюс Manscaped. И они в таком составе выступали, Майлз приходил к ним на концерты, ну, насколько я понимаю, он разогревал, и потом присоединялся к ним на песню Little Illusion Machine. Интересный факт про The Death Ramps. У них у всех были кольца, matching кольца, matching rings. И Майлз и Алекс носили их на pinky finger, носили их на мизинце. И когда мы сейчас чуть-чуть скипнем, да, таймлайн, в какой-то момент Алекс его потеряет. Вот, это, кстати, грустно. И это моя Римская империя, что у них были matching rings, и потом, насколько я помню, на пляже где-то он его потерял. В USA, про это тоже попозже. Little Illusion Machine была выпущена в 2011 году. Насколько я помню, она была просто B-side, то есть задняя сторона какой-то в пластинке. Вот, если я не ошибаюсь, песни The Hellcat Spangled Sha-la-la-la. Могу ошибаться. Скипаем дальше. Таймлайн. И уже оказываемся в 2016 году, когда The Last Shadow Puppets выпускает второй альбом, который называется Everything You've Come to Expect. И на его обложке красуется Тина Тернер. У меня есть этот, кстати, альбом винилом. У меня есть винил, и он дома в Екатеринбурге, друзья. Я скучаю без него. Он очень красивый, даже сам винил, вот сама обложка. Как вообще Алекс и Майлз решили снова писать вместе? Дело все в том, что в 2014 году, накануне, насколько я помню, это был Новый год, вот только я не знаю, с 2014 на 2015 или с 2013 на 2014, вот я не уверена. Майлз написал риф к песне Aviation. И Aviation — это песня, которую вы должны послушать. Кстати, офф-топ. Я тут недавно собирала плейлист песен для конца света. Ссылку на него могу, кстати, оставить в описании. Прикольный плейлист, я спрашивала у людей, и это не только, в общем, мой выбор, это с каждого человека, с каждого моего друга по песне. Вот. И, соответственно, я одной из своих, я себе позволила выбрать несколько, и вот одна из них была Aviation, потому что она очень классная. На самом деле, когда я летаю на самолете, раньше вот особенно, когда я летала, когда взлетала, всегда включала эту песню, потому что она прямо вот тоже вот летящая, очень воздушная, очень красивые там струнные инструменты. Кстати, этот альбом тоже продюсировал Джеймс Форд. В этот раз они его записывали уже не во Франции, а в USA, куда переехал
Алекс Тернер в какой-то момент, а Майлз переехал за ним, кстати. Они его записали в студии, которая называется Shangri-La в Малибу, потому что Джеймс Форд очень сильно давно хотел, в общем говоря, записаться на этой студии. И говоря о моих любимых песнях из этого альбома, я скажу Sweet Dreams Tennessee, которая была, как говорят, посвящена девушке Алекса Тернера, Тейлор Бейкли. The Element of Surprise. Used to be my girl. Pattern. Блин, я сейчас все вам назову. Dracula Teeth. Мне весь альбом. Это прям вот unskippable альбом. Вот его прямо можно слушать от начала до конца. Я так делала, в принципе, на виниле. Послушайте его, правда. Вот это моя рекомендацион. Послушайте. Ребята говорили, что это должна быть trilogy. Это должна быть трилогия. И вот, тем временем прошло 10 лет с выпуска альбома второго, и мы так и до сих пор ничего не дождались. Но я надеюсь, что они сдержат свое обещание. Майлз говорит, что это обязательно случится, но пока неизвестно когда. То есть он говорит, что когда будет, вайб, да, какое-то написание совместных треков, тогда будет. Но вообще у ребят определенно есть вот этот коннект, результатом которого становится их музыка. Они совместно написали не одну песню. В частности, есть такая песня, которую... If you just get it together in my mind, the dreaming would be easy, and I will never to acquiesce. I confess, I'm in trouble. Most of the things that you said, I don't understand. Color of Your Trap. Песня, например, Color of Your Trap была написана в соавторстве Алекса и Майлза, и была выпущена на альбоме Майлза. И еще из таких коллаб Майлз... Вот я не помню, он написал риф к 505, или он просто его сыграл, он точно его сыграл на студии, но не уверена, написал ли он его или нет, но каждый раз, очень часто, когда Arctic Monkeys выступает с 505, Майлз к ним присоединяется на эту гитарную партию. Идем дальше. То, что я особенно люблю, потому что об этом как будто бы немного кто говорит, это продюсирование. Алекс Тернер продюсировал и продюсирует артистов, и, насколько я знаю, первым его таким проектом продюсерским была Александра Севиер, и ее альбом Belladonna of Sadness, который был, собственно говоря, записан вместе с ним. И, насколько я знаю, Александра не очень хорошо отзывалась о сотрудничестве с Алексом, потому что она жаловалась на чрезмерный контроль. Алекс влиял на Алекс, вы поняли, да? То есть автором треков была Алекс, то есть Александра Севиер, и, собственно говоря, продюсированием занимался Алекс Тернер, и, насколько я понимаю, немножечко влиял, имел право, да, то есть у него все равно опыт и так далее. И, кстати, хороший в итоге получился альбом, например, песня Girly. Еще песня Cupid. Orderline. Mystery Girl. На самом деле хороший альбом, и я, честно, не знаю, насколько сильно Алекс приложил руку к написанию самих песен. Мне кажется, наверное, это все-таки был материал Алекс, в смысле Александры, но именно звук, продюсирование, именно звучание, мне кажется, очень классным. Звук этого альбома мне очень понравился, и я думаю, что Алекс, можно поблагодарить за это Алекс в том числе. Также
Есть такой неоднозначный проект, который я упомяну, потому что мы сейчас говорим о музыке. Это певица, которую зовут Луис Верной. Я учу французский, но до сих пор я не уверена, как правильно называется, как правильно произносить ее имя. Она, не знаю, насколько, кстати, она известна во Франции, наверное, я так про нее нигде не слышала, но она участвовала в «Голосе Франции», где классно исполнила песню «Call Me», кстати. Она девушка Алекса Тернера, и фанаты ее не очень любят, потому что она, как говорят, пытается скопировать стиль Алексы Чанг, насколько я помню, в этом претензия. Но, опять же, я не хочу анализировать этот момент, и, по-моему, она как-то не очень хорошо взаимодействовала с фанатами Arctic Monkeys, но я не хочу об этом даже здесь упоминать, потому что я, во-первых, не сильно погружена в лор, а во-вторых, именно про музыку Алекс, насколько я понимаю, тоже ее продюсировал, и, например, в альбоме Lumière Noire очень много песен, которые мне очень сильно нравятся. Но справедливости ради, я сейчас смотрю, и, в принципе, в кредитах нет Алекса Тернера. То есть этот альбом он, видимо, не продюсировал. Ну да, это, наверное, и был... А нет, они были уже тогда, типа, считается, что вместе. Поэтому, окей. Здесь, не знаю, прикладывал ли он руку, наверное, нет. Но далее произошел ребрендинг, и Луис стала Берло. И у нее вышел в 25-м году, по-моему, альбом. Вот и там уже Алекс числится в продюсерах. В нем, кстати, вот всего 5 треков, эпишка, не альбом. И я выделила песню Belladonna. Générique. Музыка, которую создает Луис с Алексом, мне очень нравится. Итоги. Если говорить о том, как я люблю Алекса Тернера, и особенно его сайд-проекты, не настолько мейнстримные, а более нишевые, но я могу долго говорить. И я очень хочу, чтобы вы после этого видео действительно послушали хотя бы что-нибудь из этого. И для того, чтобы вы это сделали, я сделала плейлист в Spotify с классными песнями из проектов, к которым приложил руку Алекс Тернер, не считая Arctic Monkeys. Поэтому спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Если так, то поставьте лайк, оставайтесь на этом канале. Здесь есть много классных других интересных видео, не обязательно про музыку, но и, в принципе, про жизнь мою. И, в принципе, все. Всем пока.